Итак, всем привет на моем канале. Сегодня я решил провести обслуживание своей видеокарты GTX 1060 от Gigabyte в исполнении G1 Gaming. Ну, в общем, как-то так. Так вот она выглядит. В чем плюс видеокарт от Gigabyte? В них нет пломб, поэтому можно снять SO-шку и поменять термопасту, почистить, заменить прокладки. В общем, вот так вот выглядит карта. Сегодня я буду ее чистить, менять термопасту. Ну и дальше, наверное, я вставлю видео под музыку без моих разговоров, поскольку тут ничего сложного нету. Но если что-то будет, я буду комментировать. А так это просто разборка, чистка, намазывание термопасты и обратная сборка. И в конце также я, наверное, приложу результаты тестирования в Furmark до замены термопасты и после. Возможно, кому-то пригодится. Есть ли смысл? То есть ли смысл менять термопасту после почти 2 или 3 лет использования? Я сюда куда-то выведу дату, сколько в использовании эта видеокарта. Ну что, приступаем к разборке. Собственно, тут я хотел снять заднюю планку, чтобы снять кожух пластиковый с вертушками. Ну, это у меня не получилось, поэтому заднюю планку можно не снимать. Ну, так как я ее уже почти снял, я решил ее оставить снятой и поставить уже, и установить ее уже во время сборки.
Сушку нужно снимать аккуратно, не сильно отдирать, потому как присохшая термопаста и прокладки могут неплохо так приклеиваться к плате. Поэтому нужно снимать аккуратно. Тут я момент отделения не заснял. Но в целом отдиралась она не прям так легко. Коннекторы я решил не снимать, чтобы не попутать случайно пины и не спалить ни вертушки и ничего другого. Собственно, кожух не особо мешает чистить видеокарту. Можете снимать, можете не снимать, смотрите сами. А я решил не снимать. А вот так вот выглядит сама термопаста. Термопаста превратилась в камень или пыль. Я ее сошкрябал и получился вот такой вот песочек. От термопасты осталось только слово термопаста. На вид это совсем не термопаста. Точнее, не паста. Может и термо, но не паста. Бэкплейт довольно-таки сильно приклеился термопрокладками к плате, поэтому ее в буквальном смысле этого слова пришлось отдирать. Если аккуратно, можно, конечно, использовать отвертку, но опять же сильно больших усилий лучше не прикладывать. Термопрокладки большие и за время использования очень хорошо приклеились к плате.
принципе, бэкплейт можно не снимать, если вы, конечно, не планируете менять термопрокладки между платой и бэкплейтом.
СОшку в районе контакта с ГПУ я решил зачистить пастой ГОИ. Для этого берем пасту, намазываем на тряпочку и несколькими движениями вытираем. После чего поверхность встает практически зеркальной. Вряд ли это что-то дает, и скорее всего это не сильно влияет, но при наличии пасты ГОИ можно протереть. В всяком случае я протер. Вы же решайте сами, стоит ли протирать или нет. Можно просто вытереть и наносить термопасту. Главное не наносить жидкий металл, поскольку здесь идет медные трубки и по бокам алюминиевая часть радиатора. СОшка не сильно толстая. Ну, в принципе, для 1060 трешки с головой хватает. Вот так вот выглядит поверхность после полировки пастой ГОИ. Прям как зеркало. Почти как зеркало. Дальше я прикручиваю кожух с вентиляторами к СОшке. Она крепится 4 винтами по краям, точнее саморезами, да.
Ну и завершальный этап. Намазываем термопасту и прикручиваем назад нашу систему охлаждения. Во время прикручивания единственное, что затрудняет, это провода подсветки и вентиляторов. Их нужно как-то пригибать, прижимать, чтобы они не мешали совмещать отверстия на текстолите и в системе охлаждения. Ну что же, настало время подвести итоги. Стоит ли менять термопасту или нет. Итак, слева у нас тест в фурмарке до замены термопасты, справа после. Как видите, максимальная температура отличается всего на 2 градуса. Но также стоит учесть, что до замены термопасты температура в комнате составляла 26 градусов, а после уже 29. То есть, если посчитать разницу между температурой в комнате и максимальной температурой, замена термопасты нам принесла где-то 5 градусов. При этом вертушки во время тестов были выкручены на 100%.
Вот такие вот результаты обслуживания. И стоит ли менять термопасту, решайте сами. В принципе, что 77, что 75 не критичная температура для ГПУ. В принципе, на мой взгляд, до 80 градусов можно сильно не переживать. Желательно, конечно, иметь более низкие температуры, но, как я уже сказал, до 80 это не критичные температуры. Тем более тесты проведены в формарке, который прилично нагружает видеокарту. В играх температуры будут пониже. Всем спасибо за внимание. Как всегда, буду благодарен за лайки, подписки и просмотры моего канала. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч на моем канале.